Всем привет! Меня зовут Людмила, и сегодня у нас мастер-класс «Светящаяся роза. Картина». Панно, картина, кто как называет. Она у нас выиграла по итогам голосования в Инстаграм. Поэтому сегодня будем делать мастер-класс вот по такой картине розе. Я пока не помещаюсь с ней в кадр. Вот так. Для работы нам понадобится для розы изолон, у меня уходит 1,3 метра квадратных, шары для формирования лепестков, большой и маленький, фен, пистолет, клей и электрическая часть. Значит, нам нужен провод, ну, соответственно, уже с вилкой с выключателем, лампочка G4, вот такая она у меня, вот, видно. Такая лампочка. Патрон под G4. Термоусадочка нам нужна. Тройка, 2 небольших кусочка. И 5. Вот она у меня уже одета на провод. Просто одевается отсюда, пока у нас еще не сформированы концы с патроном. Я одела эту термоусадку. Дальше покажу зачем. В идеале сюда белая термоусадка подойдет. Я одела красный, чтобы вам было видно, для чего она нам нужна. Дюбель. И вот такая у меня трубочка. Диаметр ее 1 сантиметр. Дальше покажу, для чего она. Начнем мы с наших проводочков. Маленькую термоусадку, которую я говорила, троечка, мы одеваем Работа с электрикой самая гнусная часть. Вот, одели на наши провода сюда. И теперь соединяем наш патрончик с проводом. И второй. Вот мы скрутили наши провода. Теперь сгибаем. Просто вот согнули для того, чтобы спрятать это все дело наше вот термоусадочкой. Одеваем термоусадку. Одели термоусадку и задуваем ее феном. Вот так у нас получилось. Никаких проводочков нигде у нас не видно. Вот теперь используем нашу эту термоусадочку. У меня красная, я вам говорила, уже в идеале лучше белая. Вот для чего она нам нужна. Мы прячем эти все провода у нас полностью термоусадочку. Вот где-то вот так вот я, меньше сантиметра, до конца не одеваю ее, девочки. И еще одно, начинаем феном греть термоусадку отсюда, потому что если начнем отсюда греть, она у нас съедет немного. Здесь она зафиксируется, и пойдем уже дальше. Греем феном, фиксируем термоусадку. Все готово. Наша лампочка с проводом, с патрончиком. Приступаем к нашей розе. Дальше уже, когда соберем розу, полностью уже покажу, что мы делаем дальше. Приступаем к нашей розочке. Шаблончики на эту розу я использую точно такие, как есть у меня на страничке бесплатный мастер-класс по розе из фоамирана. Единственное, один размер, он у нас идет 3 обозначенный в шаблонах. Нам надо 6 лепесточков, не 4, а 6. Все дальше покажу. Формируем точно так же, как и в прошлом мастер-классе. Ну, быстренько по каждому лепесточку вам покажу, чтобы вы не прыгали с мастер-класса на мастер-класс.
Тянем, прогреваем потом один уголок только от середины. Все уголки должны быть одна сторона, загнута в одну сторону. Вот так. Мы стараемся делать очень легкие сборки электрики. Девочки, кто учится у нас в школе, нашей онлайн-школе, у нас классная, очень дружная команда собралась, девчонок. У нас очень классные, информативные, полные МК по всем видам материала. Кому интересно, пишите мне в личку. Я вам все расскажу, всю информацию. У нас много постов про нашу школу. На наших страничках есть. Работаем мы со всеми видами материала. И фоамиран, и бумага, и гофрированная бумага, и дизайнерская бумага, и залон, и эва, и светящиеся фотозоны, и движущиеся конструкции. У нас полностью очень много. У нас 16 мастер-классов в нашей школе. Да, самое главное, забыла сказать еще, ну, как главное, но очень важное. В нашем дюбеле мы срезаем полностью ножку. Вот эта часть нам не нужна. Она хорошо ножиком отрезается, канцелярским. И сверлом десяткой вот здесь рассверливаем отверстие. Вот убираем вот этот вот слой, который у нас внутри. Для того, чтобы у нас просто элементарно сюда заходил патрон. На этот наш кругляш будет собрана роза. Итак, приступаем. Два наших лепесточка мы склеиваем на сантиметра 4. Вот так нам надо их склеить. 4 сантиметра. Так, вот склеили мы это дело. Для чего теперь нам нужна была эта трубочка? Посерединке сделаем отверстие. Она у меня остренькая, то есть вы можете аккуратно вырезать ножничками. Ну, у меня вот такое приспособление, мне не очень удобно работать.